Нет, пожалуй, другого романа, где главный герой первую половину книги практически не встает с дивана. Илья Ильич лежит, лежит и лежит. Причем Гончаров описывает это настолько подробно и красиво, что в какой-то момент мы сами начинаем проникаться этим состоянием, ощущаем негу, наблюдаем, как он погружается в сон, как спускает свои белые ноги в тапки, но все равно не встает с кровати. Роман Обломов рассказывает о русском дворянине Илье Ильиче Обломове, который целыми днями лежит на диване в своей петербургской квартире. Он добрый, мягкий и очень светлый человек, но полная апатия и страх перед настоящей жизнью мешают ему действовать. Эта книга не столько о лени, сколько о параличе души, о любви, выборе и поиске смысла жизни. Гончаров писал роман больше 10 лет. Сам он был человеком тоже флегматичного склада характера, тяжело переживал критику, болезненно реагировал на происходящее вокруг. Ему требовались огромные усилия, чтобы заставить себя работать. Поэтому создание книг растягивалось на долгие годы. Но при этом он обладал гораздо большей дисциплиной, чем его герой, и даже совершил кругосветное путешествие. На протяжении всего романа Обломов понимает, что бездействие буквально затягивает его. Он ничего не может с собой сделать. Он сам постоянно признает это. И здесь невозможно не вспомнить Илью Муромца, который 33 года лежал на печи, но до своего исцеления он оказался окружающим совершенно бесполезным человеком, хотя внутри него скрывалась огромная богатырская сила. У Обломова тоже есть сила, только больше не физическая, а душевная. Именно это постоянно подчеркивают Штольц и Ольга. У него чистая душа, золотое сердце, высокие идеалы, но все они так и остаются нереализованными. Илья Муромец однажды все-таки встал и отправился совершать подвиги ради своей земли. Илью Обломова тоже пытаются поднять с его так называемой печи. Его спасают друг Штольц и возлюбленная Ольга. Они дают ему шанс начать новую жизнь. Но он делает всего несколько шагов, пугается самой жизни и уже навсегда возвращается на свой диван. Эта книга невероятно медленная, и сделано это специально. Автор буквально заставляет читателя почувствовать то состояние, в котором живет Обломов. Ты не можешь заснуть вроде бы, потому что читаешь роман, но и оставаться бодрым тоже не получается. Текст словно погружает тебя в эту самую негу. Если честно, сначала мне книга очень не понравилась. Я вообще думала, зачем я ее взяла, надо было взять что-то другое. Было очень скучно, очень медленно и очень тяжело наблюдать, как проходит жизнь человека. И особенно неприятно читать про его знакомых, которые постоянно приходят к нему в гости. Они не приносят в его жизнь ничего хорошего, только пользуются им, пугают и заставляют еще сильнее закрываться в своей комнате. Кстати, Гончаров постоянно делает акцент на ячменях вокруг глаз Обломова, как будто сам герой не хочет видеть окружающий мир. Настоящая жизнь появляется в романе только с приходом Штольца. И это полная противоположность Обломова. Хотя мы практически и не знаем, чем именно он занимается, куда он постоянно ездит, какие дела ведет, но мы чувствуем исходящую от него энергию. Она словно начинает раскачивать весь мир вокруг и заставляет Обломова хотя бы посмотреть по сторонам, а не просто существовать. Штольц и Обломов – это друзья детства. И в романе очень подробно показано, как именно формировались их характеры. Маленького Илью постоянно опекала мама. Она не позволяла ему ничего делать самостоятельно и от всего оберегала. Старалась избавить от любых трудностей. Именно поэтому во сне Обломова, очень важной главе, снова и снова он возвращается в Обломовку. Потому что он хочет туда, где спокойно, безопасно и где внешний мир никогда не нарушит эту идиллию. Детство Штольца, наоборот, было совершенно другим.
Он учился вдали от дома, никто не держал его рядом с собой. Как только обучение закончилось, отец отправил его в самостоятельную жизнь, строить свою карьеру. И поэтому желание спрятаться обратно в детство у него никогда не возникало. Здесь роман еще раз показывает, насколько многое закладывается именно в детстве. Илья Ильич с самого детства не понимал вообще, зачем нужно учиться, куда-то ездить, чем-то заниматься. Он не видел в этом особого смысла. И это отношение полностью переносится, естественно, во взрослую жизнь. Именно это и есть обломовщина. Отсутствие внутренней мотивации, бессмысленное существование. Когда даже прекрасная глубокая душа постепенно перестает реализовывать себя. Теперь хочется поговорить еще о других героях. Например, Захар. Захар – это настоящая часть обломовщины. Воплощение старого крепостного уклада. У этого персонажа было несколько прототипов. Главным считается слуга Карл, личный слуга самого Гончарова. Он отличался удивительной преданностью писателю, но при этом был ворчливым, неопрятным и постоянно спорил с хозяином, совсем как Захар. После смерти Обломова Захар оказывается никому не нужен. Жизнь изменилась. Теперь требуются образованные, хотя бы умеющие читать, деятельные люди. А он навсегда остался человеком прошлого, и места в новой эпохе для него уже нет. Теперь поговорим об Ольге Ильинской. Ее фамилия созвучна имени Ильи, как будто она принадлежит ему еще до начала их истории. Я думаю, что это была настоящая любовь, на самом деле, с обеих сторон. Просто любовь бывает разной, и каждый человек проявляет ее по-своему. Эта любовь действительно смогла ненадолго поднять Обломова с дивана, что немаловажно. Она дала ему возможность почувствовать вкус жизни, начать что-то делать. Но Ольга совершила очень распространенную ошибку. Она вдруг подумала, что может изменить любимого человека, что именно рядом с ней он станет другим. Роман еще раз показывает, что изменить другого невозможно. Даже если человек любит, даже если человеку кажется, что он стоит на пороге перемен, его внутренние убеждения и привычки оказываются сильнее. А именно они определяют дальнейшую судьбу. И вот это женское желание очень часто, кстати, и сейчас встречается. А вот со мной он таким не будет, я его переделаю. Оно не имеет ничего общего с реальностью. Потому что даже если в первое время это дает какую-то надежду, то потом все равно природа человека берет свое. Могло ли сложиться их будущее иначе? Я думаю, что нет. А для семейной жизни Обломову пришлось бы постоянно прикладывать усилия. А он не хотел. Ольга деятельная женщина, она строит планы, развивается, хочет жить полной жизнью. Она все время говорит, мне мало того, что есть. И просто существовать рядом с человеком, который целыми днями лежит на диване, она бы точно не смогла. И даже его прекрасная душа не смогла бы заменить ей энергию действия. Именно это в итоге смог ей дать Штольц. И мы видим, что их совместная жизнь складывается вполне счастливо. Конечно, можно возразить. Например, ведь Обломов все-таки женился на Пшеницыной. Но это совершенно другая история. Чтобы быть рядом с ней, ему не нужно было ничего делать. Он просто позволил себе окончательно погрузиться в привычное состояние покоя. Можно сказать, вернуться в свою Обломовку. Рядом с Пшеницыной он вернулся в детство. Она окружает его материнской заботой, дает чувство безопасности и, самое главное, ничего не требует взамен. Такая вот настоящая материнская любовь. Но эта любовь окончательно уводит Обломова от реальной жизни. Он все глубже погружается в свой уютный, вроде бы кажется, мир, словно проваливается в болото на самом деле. Там он вроде бы обретает долгожданный покой, но вместе с этим его жизнь просто заканчивается. И единственное, что остается после Обломова, это его сын Андрей. И его берет на воспитание Штольц. И мне хочется верить, что именно в этом мальчике соединятся лучшие качества этих двух героев. Доброта, чистота души и способность сопереживать
доставшиеся от отца, а также энергия, дисциплина и умение действовать, которые он все-таки может получить от Штольца в его семье. И, возможно, именно ему удастся построить жизнь, которую так и не смог построить Обломов. Обломовщина — страшное слово. И, если честно, мне кажется, оно остается актуальным и сегодня. Сам Обломов очень трагичный герой. Он прекрасно понимает, что не сможет реализовать себя, что упускает собственную жизнь. Но при этом он остается добрым человеком, искренне любит близких и никому по-настоящему не желает зла. Он очень добрый. И в конце концов уходит в мир своих идеалов, окончательно отказавшись от реальности. В итоге могу сказать, что книга мне на самом деле очень понравилась. Более того, в финале я даже всплакнула, что со мной бывает очень редко. Поэтому хочу еще раз сказать: читайте и перечитывайте классику. Именно в ней можно найти ответы на самые важные вопросы о жизни человека и о самом себе. Спасибо, что были со мной, а мы с вами увидимся в следующих видео. Пока.